Мотоцикл мы сожгем. Завтра я поеду на поезде, потому что я его только для этого купил. Элефантентреffen – это фестиваль, который дословно переводится с немецкого как «встреча слонов». Поэтому все, кто там находится, ходят просто в каких-то потрясающих шапках из слонов, из писюнов. Фестиваль этот один из самых стареньких, наверное, потому что ему больше 60 лет. И основан он был... Сейчас посмотрим. Внимание, у нас есть сценарий. Попробуем что-нибудь записать. Элефантентреffen – это фестиваль, на который нужно добираться 8 дней, чтобы провести там всего 2. Причем добираться нужно по снегу, по дождю, в плохую погоду. Как добиралась наша московская команда? Значит, ехали мы 4 дня, проехали мы почти 2000 километров. Мотоциклы сейчас постоянно ломались. Почему? Потому что мотоцикл, у которого изначально в стоке не идет коляска, и ты ее к ней приделываешь, возникает очень много проблем. Развал схождения, ломлен переднего колеса, коляски, в принципе, могут отваливаться по дороге. У нас такое случилось на обратном пути. Вот, коляски выполняли функцию больше грузовую, то есть туда нагружалось все это дерьмище по типу спальников, палаток, дополнительного стафа, флисочки, курточки, штанишки, потому что чем больше у тебя сухой одежды, тем больше вероятность, что ты доедешь в лучшем расположении духа, чтобы потом там, значит, ездить по грязи и спать не в мокром. Как русский может сделать из говна и палок мотоцикл, который едет? Вот эта резиночка нивелирует то, что мотоцикл постоянно тянет вправо. Правда, он становится неуправляемый. Немножко. Но это не суть. На Элефант мы заехали в пятницу, в официальный день открытия этого фестиваля. Но русский лагерь и большинство лагерей, которые там уже стояли, тусили там уже к этому времени неделю. То есть это получается такой фест до феста. Yeah, because it's so relaxing. I don't have to carry it myself. It just stays. And I can have 2 beers at a time, so I'm completely happy. Поэтому в субботу большая часть народа уже сваливала со словами «я не могу больше бухать». Главное до автобана мне доехать, а там я 60. И развивая грязь вокруг своего мотоцикла и на окружающие палатки, с диким ревом все-таки уезжали домой, потому что все, приехал на треффен, пропал человек. 3, 4. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. 3, 4. Drum links 2, 3, drum links 2, 3, wo dein Platzgenosse ist. Halt dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Работай jetzt. Спасибо. До свидания. А теперь о бабле. Сколько это стоит? Ты платишь 30 евро, чтобы тебя запустили с омерзительно прекрасного европейского асфальта на поляну, где ты находишься по колено в грязи.
Немного о трафике. Важное объявление. Вы все в говне. Но движение по самому лагерю было организовано таким образом, что русский лагерь сидел на горе, и добраться туда немножко проблематично, особенно если у тебя байк уже развалился где-то посередине Европы. Поэтому кто-то ездил быстро, кто-то медленно, все друг друга толкали, а потом приехали индуристы-уроды. Байкеры-уроды, БМВ говно. Ну, ты что такой чистый, блядь? Лагерь — это большая поляна, которая летом обладает травой, а зимой либо снег, как было неделю назад до заезда, и фоточку можно будет вставить, либо грязь, которую вы, собственно, наблюдаете. Да, дерьмецом закидывает знатно. И просто, и от мотоциклов. Мы стараемся ездить аккуратно, так, чтобы все близлежащие палатки были покрыты ровным слоем грязи, потому что так красивше. Лагеря обычно организуются по этническому принципу, либо по языкам. То есть пока мы искали русских, мы нашли лагерь итальянцев, французов, чехов. Мауро, Итали, Торино. Немцы, в принципе, были везде. Немцы, мне кажется, там самый большой лагерь, хотя почему-то в предыдущие годы именно русский лагерь брал награду за самый большой клуб. Но в этом году кто-то сильно перепил и забыл внестись в чек-лист. И мы все просрали. Движение осуществляется по грязи. Вода в 2 местах, электричества нет. Там бассейн. То, что тебе предстоит. Кто хочет купаться. Если пошел дождичек, то ты тусишь в палатке, а иногда в общей палатке, потому что в своей маленькой спать невозможно, потому что ее залило. Тоже ничего так. Зато днем можно просушиться, если солнышко есть. Мы готовим сухарчок с чесноком, чтобы был ядреный, наваристый. Не опаздывайте. Пока мы ждали официальной части, кто-то у немца отобрал гитару и начал петь «Земля в иллюминаторе». Немец тоже с нами ее пел. Он выучил целый припев. Это все, что нужно знать о совместимости культур. Ну, я в основном сюда приезжаю уже 6-й раз. А 1-й раз я приехал на машине. Я посмотрел на этих придурков, сказал, никогда больше я сюда не приеду. Изначально фестиваль был создан для того, чтобы объединять разные культуры. Это на самом деле очень круто, когда неважно, на чем ты ездишь, неважно, на каком языке ты говоришь, ты приезжаешь как будто в семью. 9000 kilometers is Elefantentreffen, is Russia, Moscow, Murmansk, и Nordkap is here. Было очень много казусов по поводу непонимания языка, хотя там, в принципе, уже на 2-й день всем становится все равно. Ты на русском, тебе на немецком, где-то там итальянцы, которые вообще ни на каком другом языке не разговаривают. Лоретта прекрасна. У Лоретты есть бензопила, которую тоже зовут Лоретта, и она ее привезла с собой.
Это было прекрасно. Мы с ней встречались, и единственное, что мы друг другу говорили: «О, you have a nice hair». Я говорила: «Are you crazy?» И она говорила: «Yes». Тут показаться, что организованная группа неадекватных людей делает какую-то дичь. Но на самом деле это перформанс. Это побудка белорусами и открытие окна в Европу. Или, как они сказали, домой. Окно в Европу. Огонь. Домой, блядь. Экипировка – это зло. Чем круче ты взял экипировку, тем с большей вероятностью она окажется у тебя сожженной или погребенной под снегом или под грязью. Поэтому, чтобы существовать в грязи, как нормальный человек, можно обмотать свои ноги пакетиками. Помогает, денек ты проходишь. Ладно, несколько часов. Если не помогают пакетики, ты пакетики обматываешь скотчем. А если не помогает обычный скотч, ты наматываешь армированный. А можно, как я, в валенках, правда, они будут одноразовые. Все, что ввозится в лагерь, ввозится на мотоцикле. Поэтому все палатки, вот такие вот огромные палатки, буржуйки, печки, лавочки, какие-то трубы, большие какие-то штуки. В общем, я не знаю, вот вы видите, что тут везут, это что-то вообще несусветное. Мотоцикл – прекрасная грузовая газель. Мотоцикл мы сожгем. Завтра я поеду на поезде, потому что я его только для этого купил. Ага, официальная часть. Заебил! У Элефантентреffen есть официальная часть. Первое, за что раздавали плюшку, это была скульптура из снега. А снег там нужно было еще найти. Грязи-то во, а снега во. Получается, 2 человека нашли снег и слепили 2 скульптуры. Одна представляла из себя большую какаху, а вторая типа слона. Выиграл слон. Но какаха всем понравилась больше. Ihr macht mich wahnsinnig. Es ist nicht alles Elefantentreffen, oder? Da die mal sagen. So ein Scheiß. Следующая награда – это награда за самое долгое путешествие до фестиваля. Пока не приехала одна девочка, награда была бы наша для Москвы. Но девочка приехала из Иркутска, вся такая красивая, в шубе, без коляски, и большая молодец. Еще одна награда на самую крутую переделку. Насколько страннее ты приделал коляску к своему мотоциклу, настолько ты крут. И наш Чешир взял сначала 4-е место, но потом белорусы ему клятвенно передарили, точнее, торжественно передарили 1-е. Мы все очень рады. Вкратце об обратном пути через Вену. По Вене не гоняли. Вена транзитом. А в Вене классно, да. Как Москва. Без лужковщины. Да, если вы обладатель индурячей каски, вы можете по пути, и неважно, в коляске вы или за рулем, жрать все, что может поместиться вот в этот клюв. И мне приходилось жрать картошку прямо в мотоцикле и курить. Что я с успехом и делала на зависть другим пассажирам. И слышала возглас: «Это ты чё, это курить в мотоцикле будешь? А мы?» Было круто, надо ехать еще раз. А всем, кто не был, нужно ехать в 1-й раз. Байкеры-уроды.